Иду на вечеринку диджеев в кимоно, где сегодня Юрий будет выступать в качестве диджея. Это находится на станции Марунауч в самом центре города. Пятница вечер, здесь пространство у станции Токио прям облюбовали для кафешек, для мацури в самом разгаре, да. Я девушкам сказал, что я наполовину японец. Они не поверили, говорят, у тебя на рубашке верхняя пуговица расстегнута. Говорят, японцы так не делают. Ты нас не проведешь. Пати оказалась на крыше. Точнее, даже не на крыше, а на балконе. Прикинь, как классно, да? Летом, под чистым летним токийским небом в центре города, рядом со станцией Токио, у нас небольшая вечериночка. Как между собойчик такой получается. С девушками-диджеями в юкатах. Почему-то все диджеи именно девушки, мужиков ни одного нету. Не понимаю, с чем это связано, интересно. А, でも東京は面白いと思いますよ。このなんかコンクリートジャングルな感じのライトがピカピカしてるの面白い。面白い？面白い。ロマンチックなイメージです。ロマンチック？まあロマンチックか。ロマンチックです。ロマンチックなこと好きやなとは結構。あ、でも照れると思う。私多分キャハーってなりそう。どんなことされたら嬉しくなる？なんかサプライズ的なのとか。サプライズすること。サプライズは嬉しいと思います、みんな。ちょっと考えてみる。何それ。Everyone understands. Everyone understands. Сейчас с Юрием еще зайдем в пару мест. Сегодня же пятница вечер. Очень много всяких вечеринок происходит на улице. У Юрия всегда очень такой загруженный график. Она за один день, наверное, 5 мероприятий посещает или около того. なんかパリ行ってずっと外歩いて肌白いのが売りだったのに黒く焼けたんですよ。すごい悲しいんですよ、私はこれが。いや、まだまだ全然白いよ。黒い。アルビノになりたい。俺はあまり日焼けできなかったけど。毛邪魔。それば。Юрий, оказывается, мечтает попасть на фэшн-шоу от Gucci. Но говорит, туда зовут только самых известных личностей, у которых очень много подписчиков. 200-300 тысяч в Инстаграме. Вот, я говорю, давай, надо мой канал поднимать до нескольких миллионов, тогда и у тебя тоже будет много подписчиков. Стратегический план.
5年も住んだら日本語ひらがなだけじゃなくて漢字も読めるようになる？漢字覚えてるよ。すげえ。ありがとうございます。よかった。入れなかったらラビジュ。Короче, нас везде пускают без очереди. Это круто, конечно. Все, мы уходим с этой вечеринки на самом интересном месте, да, когда девушки только вышли. На самом деле, я вам скажу, ребята, скучновато на этих вечеринках, потому что музыка довольно громкая, но она не совсем танцевальная, поэтому у тебя толком не получится полноценно ни пообщаться с народом, ни потанцевать, ни оторваться. То есть как это так получается, и набухаться особо не получится. Но тем не менее, бывает иногда по кайфу сходить. Даже Юрий подтвердил, что у него действительно много знакомых всяких, но разговоров с вами ни о чем. Тем временем возвращаемся на автобусе на Шибуя. SNS に毎日何時間ぐらい使ってる？でも1個あげるのに10分ぐらい。10分ぐらい？うん。練習するし。でも暇があったら開けてるよ。ずっと開けてる。東京ステーション。綺麗だね。でしょ？見せたいやん。見てのみんな見て。Юрий, кстати, смотрит на тех, кто на нее подписывается. Прикинь, то есть она изучает своих подписчиков и смотрит, на кого может тоже подписаться, если интересный профиль. Привет всем еще раз, так как видео в результате оказалось довольно коротким, я решил в качестве эксперимента прокомментировать некоторые моменты культурные, которые там были. Начнем с молодой мамы и грудничка на вечеринке. Насколько это вообще нормально для Японии, что мама приносит свое чадо драгоценное в такое место, совершенно не беспокоясь о его состоянии, как он там будет находиться и так далее. То есть лично меня это, конечно, удивило. Я не врач, я не знаю, насколько вредно маленьким детям находиться вблизи такой громкой музыки. Хотя она там была, конечно, сравнительно громкая, не такая уж прям как действительно в ночных клубах. Если бы в ночной клуб кто-нибудь принес грудничка, наверное, это действительно бы вызвало шок у многих людей, не только у меня. Япония постепенно меняется, молодые мамы не хотят уже сидеть дома с детьми целый день, как раньше это делали, да, то есть если раньше японка, когда рожала ребенка, она заканчивала любую работу, любой труд, сидела только дома с ним, потом рожала второго, третьего и так далее, то сейчас, если она даже родит ребенка, уже через 2-3 месяца многие девушки стараются как можно быстрее вернуться в социум и начать работать или подрабатывать где-то. Другое дело, что немногих берут, да, многих не берут, потому что, ну, соответственно, нельзя привлечь человека к тому, чтобы он, например, делал переработку каждый день, потому что у него ребенок, да. Еще нужно учитывать то, что сейчас многие живут очень далеко от своих родителей, и, допустим, попросить родителей там поухаживать за ребенком, наверное, у многих не получается, поэтому они вынуждены таскать своих грудничков с собой на работу. Так, дальше идем. 5 диджеев, разнообразная музыка, разнообразные стили, можно нормально потанцевать, оторваться, но никто из японцев не идет и не танцует, к сожалению. Я вот всегда хочу увидеть танцующих японцев в клубе, но это такое редкое зрелище, там один человек максимум может танцевать. В основном танцующих японцев и японок можно увидеть только на специальных мероприятиях, которые посвящены именно танцам, либо это именно профессионалы, которые танцуют на сцене. Вот в обычных каких-то местах это очень сложно встретить, либо это должен быть какой-то ночной клуб, действительно ночной клуб, где уже народ сильно подвыпивший, и тогда, конечно, там что-то такое возможно, но, конечно, в основном нет. Так, продолжаем тему.
действительно в Японии, несмотря на то, что в моем недавнем видео про пляж вы могли увидеть много загорелых девушек, но подавляющее большинство японок ненавидит загар, никто не хочет загорать, все стремятся только к белой коже, чтобы она была как можно белее. Существует процедура по отбеливанию кожи, и никто не хочет действительно загара, потому что в Японии, как известно, загар ассоциируется с тяжелым уличным трудом. То есть если мужчина сильно загорел, то значит, что он работает на улице, то есть он строитель или еще кто-то, кто там, ну вот любые какие-то работы, которые подразумевают собой физический труд на улице. Это значит низкий уровень. А высокий уровень — это значит работа в офисе, чистая, работа головой, которая не подразумевает долгое пребывание под солнцем. Так, хорошо, ребят, надеюсь, это нововведение мое с комментариями было для вас интересно. Если это так, обязательно поставьте лайк. И мы увидимся в следующих видео. С вами был Сергей Куваев.